Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу вам все о смене кармических узлов своих знаков, которая случилась буквально сегодня. Да, дорогие, мы вступили в новое время. И для водолеев оно будет достаточно интенсивным. Ребят, расскажу кармический гороскоп на ближайшие 1,5 года, пока кармические узлы будут находиться в знаке рыбы Девы. И да, сегодня случилась как раз-таки ингрессия 12 января 2025 года и следующее изменение, когда лунные кармические узлы поменяют знак и войдут в знак Водолея Льва. Это как раз-таки случится 27 июля 2026 года. Ну что, дорогие водолеи, вы готовы услышать, что же вас ждет в этот период времени? Задачки-то будут на самом-то деле очень большие, мощные. И да, у водолеев первой, второй и третьей декад информация будет разная, задачи по жизни тоже разные. Это не говорится о том, что кто-то любимчик, кто-то не любимчик, просто потому что вот сейчас больше всего, конечно же, мощный такой скачок будет у водолеев первой декады, чуточку позже водолеев второй декады, и у водолеев третьей декады совсем еще немножко другой разговор, другая стадия движения вперед. И это все согласно циклам планет на небе в том числе. И задачи здесь, правда, будут у всех разные, но скажу вам, дорогие водолеи, всех декад. Я сначала расскажу такую общую информацию для всех, потом про водолеев первой декады, потом второй, и в конце водолеев третьей декады. И, конечно же, подведу итог, дам рекомендации, как же прожить это интенсивное время и сделать максимально больше положительного для того, чтобы следующий период, да, дорогие водолеи, для вас был очень-очень важный и произошел с таким вот прям вау-эффектом. Но сейчас для всех водолеев скажу, что ближайшие 1,5 года, если мы говорим о материальном, это большие возможности для того, чтобы приобрести как раз-таки недвижимость, увеличить свой социальный статус, социальный рост, чтобы был вот такой планомерный, чтобы он был активный, чтобы он был интересный, в том числе это приход финансов. Однозначно у всех водолеев. То есть плюс это, конечно же, новая жизнь, либо же это удача, про которую вы меня часто спрашиваете, и либо же это очень много тусовок. Все будет зависеть от вас. Вы меня спросите, что 100% произойдет? Ребят, ну вот нет стопроцентной судьбы. Есть то, что мы выбираем, до чего мы хотим дотягиваться, что мы реально понимаем, нам не хочется. Кто-то захочет тусоваться, кто-то включит все продуктивные свои силы, и это абсолютно нормально, каждому свое. Кто-то не видит, например, свой социальный рост, да, а кто-то считает, что должен приобрести новую недвижимость, свой первый дом, и это нормальная история по жизни, понимаете? Здесь кому что хочется, тот то и делает. И я скажу, дорогие водолеи, что никому не будет легко. Это специальный такой бонус от Вселенной. Для чего? Для того, чтобы ценили. Будет в какие-то моменты сложно, в какие-то моменты будет страшно. Вообще смена кармических узлов, которая вот сейчас произойдет, она происходит вместе еще и Лилит у нас же двигается вместе 100%. И для водолеев вообще всех декад очень важный интенсивный момент проживания своих страхов. То есть с вами за эти 1,5 года будет случаться максимально то, что вы боитесь. Чего вы хотели себя оградить, с чем вы не хотели разбираться ранее, от каких вопросов уходили, от каких нежелательных сценариев, да, вы уходили. И здесь нужно просто четко понять, что надо с этим просто разобраться. Страхи, вот они для того и есть наши страхи, чтобы они сидели где-то далеко и не давали нам развиваться. Поэтому, разобравшись с этим, получится пойти вперед очень даже хорошо, очень интенсивно, мощно. И здесь нет такой, знаете, истории, что не дано, не судьба. Нет, у водолеев в ближайшие 1,5 года всех декад судьба. Судьба разбираться с мощным, глобальным, интенсивным, идти вперед. Но у кого-то, конечно же, масштаб сильнее сейчас, у кого-то чуточку скромнее, но это лишь вопрос времени.
Но вообще для всех водолеев это, конечно, все те самые возможности и плюшки, про которые я говорила в начале. И, конечно же, очень такая важная помарка, если вы смотрели общее видео для всех знаков зодиака, я там сказала, что нужно на эти 1,5 года очень классная такая будет история отказаться от вредных привычек, потому что очень важно на ближайшие 1,5 года как раз-таки иметь здравый смысл, иметь здоровое сознание. Нужно, чтобы мозг работал правильно. Он работал быстро, концентрировался на моментах, в которых необходимо действовать быстро, по-водолейски, решать здесь и сейчас, не медлить, да, ускоряться, где-то наоборот остановиться, где-то ускориться. И сами понимаете, если кто-то сидит на антидепрессантах, кто-то сидит на алкоголе, это момент такой очень сложный, да, а если кто-то еще впал вот в такие иллюзии и считает, что у него в жизни все хорошо, все прекрасно, но вот живут же люди, а в какие-то моменты приходит такое горькое сожаление и разочарование, что вот, а я-то все-таки хочу жить по-другому, а мне-то все-таки хочется вот семью такую, мне хочется вот таких именно отношений, или мне хочется социального статуса такого, да, и вот здесь я еще раз говорю, необходимо на эти 1,5 года выйти из иллюзий, вот честно себе признать, какая вот жизнь у вас есть сейчас, для того, чтобы не упустить вот этот важный момент, для того, чтобы вовремя принимать решения, для того, чтобы вовремя включиться в жизнь, для того, чтобы начать в принципе действовать и не упустить эти 1,5 важных года. После них наступят еще важных 1,5 года, очень важных, которые поднимут вас еще совершенно на другой уровень. Но для того, чтобы на тот уровень подняться, нужно сейчас очень сильно много вложить зерен для того, чтобы потом эти плоды пожинать. И здесь, ребята, водолеи, скажу вам, что пришло как раз-таки то важное время. Помните, все говорили, эра водолея, вот она вот такая интересная, вот мы в нее входим. Вот сейчас наступает время водолеев. Да, дорогие, здесь, конечно же, еще связано это с ингрессией Плутона в том числе, связано с другими планетами. Уран, например, у нас летом 2025 переходит в Близнецы, и да, это все плюшки и бонусы вам, дорогие водолеи. Ну а сейчас буду рассказывать про каждую декаду, для того, чтобы вы понимали, какие временные рамки и возможности дает определенное время. Да? Итак, водолей первой декады. У вас, конечно же, максимальное проявление силы, вашей мощи, всех тех талантов, навыков, которые в вас сидели, особенно если вы считали себя таким злым человеком, нереализованным, то есть вам казалось, что жизнь к вам максимально несправедлива. Здесь наступает ваш звездный час на самом-то деле, это не шутка. Здесь проявление возможностей максимальных, больших денег, то есть все то, что вы считали упущенной выгоды, вот он самый момент, когда вы можете это реализовать и получить. И это уже начинается у вас сейчас, и вы, я думаю, чувствуете интуицией, что вы как раз-таки на пороге того самого времени. Водолеи первой декады – это те, кто родился в январе. И да, дорогие водолеи, начинайте делать, максимально внедряться. Это время бизнеса, построения своего бизнеса. Потому что я знаю, насколько у водолеев это очень тонкая история, работать на себя и нигде не подчиняться никаким руководителям, никаким правилам. Это самое ваше время. Начинайте свой самый большой бизнес, свое дело, начинайте то дело, которое вам нравится. Если вы хотите большого прихода денег, это то самое время. Мощность, сила проявления духа. Но при этом, естественно, говорила, помните про страхи. Страхи будут. Будет всегда страшно. Страшно опять опозориться, страшно опять сделать не так, страшно опять все потерять. Ну, поймите, что если вы уже все это теряли, упускали свои возможности, уже были неуделы, вам казалось, что все вот так вот на самом-то деле плохо складывалось, ну, что может быть еще страшнее? Вы же это уже переживали, вы же все вот это знаете, проходили. Ну, позвольте себе позволить еще раз, потому что неудачник – это не тот, кто много раз начинает, а тот, кто бросил и не начал снова, то есть перестал продолжать повторять, действовать все те же самые действия, попытки вновь и вновь подняться. Поэтому не позволяйте неудачам
становиться сильнее. Как раз таки подключайте удачу, и здесь, ну, я скажу, что уже вы чувствуете удачу, что вам все равно везет в какой-то мере, но с лета все-таки, когда Уран, с лета 2025, когда Уран зайдет в Близнецов, станет прям еще сильнее. Мощные проекты новые начнут идти неординарно вперед, то есть начнется такая резкая скорость. И это нормальная история. 25 мая 2025, красивая дата, да, Сатурн войдет в Овна и будет тоже делать классный, потрясающий момент. И уже будут все вот эти мощные истории с финансами к вам подтягиваться. Здесь и недвижимость, здесь и социальный рост. И это уже будут плоды вами пожинаемые. Поэтому для того, чтобы это начало к вам приходить уже вот в ближайшем будущем, осталось зиму закончить, весну прожить, и все, вот они летом, ваши большие, гигантские, мощные, сильные плоды, вы уже прям реально получаете. Но здесь нужно понять сейчас очень сильно именно в эту зиму все свои страхи. Вот прям нужно стать вот к ним, вот перед глазами их поставить и честно себе признаться, ну хорошо, ну даже если не получится, но я же еще раз хочу, потому что эта история водолеев как раз таки идти вперед, постоянно пробовать. Попробовали это, не получилось, попробовали другое, а возможно стоит заняться тем, которое раньше не получилось, но вы знаете, что это однозначно то самое, и вам оно нравится, это состояние вашей души, это максимально вас реализует, это максимально олицетворяет вот ваше настроение, ваши таланты, которыми вы владеете. И я вам скажу, что это максимальное проявление ваших талантов, навыков, которые вы наработали вот к этому периоду жизни. Если же у вас чего-то нет, то есть вы, например, молодой водолей первой декады, и вы в возрасте там 20-25, ребята, вкладывайтесь вот в такие очень мощные истории в своей жизни, идите в построение бизнеса, в какую-нибудь крупную компанию, нарабатывайте мощный опыт, потому что это хорошее время сейчас взлететь. То есть не какие-то такие странные пирамиды, которые могут отлететь. Постарайтесь вложиться, пусть это будет быстро, но эффект от этого будет на более долгое время, и тогда будет продолжительнее вот эта вся история. То есть это будет не история однодневка, сорвал куш и огонь, да, это будет история такая очень мощная, трансформационная, с большим подъемом, ну и все вам будут говорить, как у тебя это получилось. Да просто потому, что вы взяли все свои возможности, все свои силы, собрались, выключили внутренние противоречия и пошли вперед вот как раз таки работать. Почему, ребят, скажу, что это очень важное время для реализации, потому что все-таки у нас после вот этого периода, когда летом 2027 года Юпитер, я говорю, да, забегаю вперед, я не ошиблась в датах, это будет лето 2027, когда Юпитер войдет в знак Лев, у вас, то есть если к этому моменту, то есть у вас сейчас начинается, грубо говоря, период на 3 года. То есть первый период, он такой очень эмоциональный, такой очень требующий от вас силы, но через 3 года начинается момент, когда, и вот если вы сейчас не реализуете, да, все свои желания, амбиции, мощь и силу, то через 3 года начнется период максимальных претензий, максимального недовольствия, да, и уже даже сейчас, если вы не будете реализовывать вот эту очень мощную историю, Плутон, который совершил ингрессию в Водолея, да, 19 ноября 2024, будет делать транзит к солнышку вашим картам. И это большой выхлоп эмоций, энергии, больших денег. А естественно, эта история просто так не проходит, никуда не девается. То есть, если мы родились, и у нас в натальной карте вот такой большой объем энергии на этот промежуток времени, и если мы его не используем, то эта энергия будет компенсироваться другими энергозатратами. Это посыпавшаяся личная жизнь, то есть вы будете постоянно недовольны, ругаться, злиться со вторыми половинками, это всегда развод, потому что Плутон мощно всегда разрушает отношения в пыль, когда остается такое выжатое поле, да, выжженное, когда хочется вот прям все испепелить, потому что внутренняя злость, она настолько очень сильно разъедает. Не допускайте этого. Если устоят отношения, то здесь, конечно же,
Может быть другой вопрос. Все зависит, конечно, от начинки вашей натальной карты. Здесь, конечно же, история связанная со здоровьем. Скорее всего, посыпется здоровье. То есть, если вся эта мощь и сила не будет направлена в нужное русло развития, а у вас сейчас по всем законам бытия развитие мощное такое интересное, прям в прямом смысле деньгозарабатывание и реализация амбиций. Если не происходит, то тогда просадка в здоровье, то есть в прямом смысле будет борьба в вашем организме клеток. Как правило, Плутон дает такие сложные, тяжелые сценарии, больные, не хочу их называть, не хочу никого пугать, потому что сейчас начнут опять писать в комментариях, вы зачем вы пугаете, если вы не знаете, но, как правило, 80-90% потом отписывают и говорят, к сожалению, почему я не послушала это раньше, ну, потому что, ребята, это не я придумала, то есть это большие наблюдения, как это происходит, и, к сожалению, вот так это происходит. Поэтому максимально вкладываем все силы в реализацию, будь вы мужчина водолей или женщина водолей. Если вы женщина водолей и вы не планируете, тогда вкладывайте все свои силы в реализации своего партнера, чтобы у вас, вот у вашего мужа все получилось, наставляйте его, максимально забирайте с него быт, максимально забирайте с него все те вещи, которые отвлекают, и дайте ему время реализоваться, направляйте, поддерживайте, все силы в него вкладывайте в дом, вкладывайте в уют, на облагораживание вот этого всего, как говорится, своих тылов, тогда будет хорошо. Кажется, рассказала всем про все, водолеи первой декады. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Плюс, конечно же, свою дату, время, место рождения. В дате обязательно день, время, месяц, год, чтобы было максимально. И ваш вопрос, чтобы я вам ответила, потому что период очень интенсивный, период очень мощный. Постарайтесь не ругаться, не сидеть на месте, активно реализовываться в работе, в карьере, новые проекты, новые возможности. Проекты, связанные с будущим, IT, продвижение в социальном статусе, строительство своей карьеры, строительная сфера, либо же это строительство своего дома, в том числе, ребят, большие хорошие финансы, действуйте. Водолеи второй декады. Да, ребят, здесь пока немножко у вас момент не такой интенсивный. Здесь, то есть у вас не нужно прям 100% брать и делать вот так активно. У вас период очень хороший. Из возможностей это поездки, путешествия, набираться хорошего, полезного, позитивного опыта. Здесь образование, получение новых знаний, расширение вашего влияния, но не в таком масштабном ключе, как у водолеев первой декады. Здесь либо популяризация ваших знаний, либо же вашей работы в том числе, да, либо расширение, ну, то есть расширение своего такого влияния социальной роли жизни, да, либо расширение семьи, расширение, ну, в прямом смысле дети, вот это настроение семейное, построение семьи. Кто-то решил обзавестись ребеночком, это тоже такая очень важная история, она требует очень больших вопросов мудрости, настроения такого очень сильного, яркого, да, оно требует от нас других совершенно эмоций, но, конечно же, здесь не без страхов, конечно же, не без страхов, не без переживаний, легко вряд ли тоже будет, потому что 100% будете вспоминать свои прошлые попытки там популяризировать свою работу, свою деятельность, либо начать то дело, которым хотели заниматься, вписаться в новое образование, и вы скажете, да зачем это вообще история такая, она не нужная, для чего она такая сложная, она требует очень много вообще каких-то сил, и кому это сейчас нужно. Убирайте вот эти свои страхи, понимаете, что вам необходимо раскрыться самим как личностям, это даст вам движение вперед, то есть закончится вот этот период такой, когда необходимо вот это все вот так вот мудро в себя собирать, вот эту информацию, но опять же,
зависит от начинки натальной карты каждого отдельного водолея второй декады. И здесь может быть ситуация, у вас еще может работать домарная сетка, потому что я здесь домарную сетку не вижу, да. Здесь нужно загружать для каждого отдельного человека. Если у вас сейчас в жизни все бушует, сверкает, и вот такие фейерверки, не совсем гармоничной жизни, да, тогда оставляйте в комментариях вопросы, дата, время, место рождения, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. Потому что кому-то захочется сейчас в том числе и расширить свое влияние в плане переезда. То есть переехать в свою местность, в новую, увеличить там вот уровень своего благосостояния в том числе, потому что если вы переезжаете из неблагоприятного района в благоприятный, вы очень сильно тоже меняете свою жизнь. Вы меняете цель своей жизни, вы меняете автоматически уровень жизни своих домочадцев, и это тоже хорошо, потому что у водолея второй декады прекрасное время как раз таки на переезд тоже, на переезд всей семьей. И плюсом, то, что я говорила рекомендации в самом начале, да, ребят, у вас тоже вариант покупки недвижимости у вас тоже есть в ближайшие 1,5 года, поэтому здесь, конечно же, 1,5-2 года. У вас здесь больше этот момент, поэтому используйте этот период как раз-таки для того, что вам хочется, что вам нужно. Гармоничное построение карьеры без таких очень сильных жестких взлетов, конечно же, да, как у водолеев первой декады, но все-таки такое более гармоничное, более стабильное повышение вверх. И я рекомендую не терять это время, это как раз таки то время, когда оно удачное, стабильное, хорошее, но силы нужно вкладывать, со страхами разбираться, честно себе сказать, почему я этого боюсь, почему я сюда не иду, почему я не хочу изменить свою жизнь к лучшему, почему мне достаточно вот этого уровня жизни, потому что вам нужен совершенно, я скажу, другой уровень жизни для того, чтобы следующие 1,5 года для вас прожились вот в таком новом вау-эффекте, вау-ключе, совершенно другой водоворот, который у вас наступит такой мощный и интересный через 1,5 года, и вам это очень сильно нужно. И поехали, водолеи третьей декады. Водолеи третьей декады — это те, кто родился с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы, да, ребят. И это такой, скажу, что для вас еще, водолеи третьей декады, наступает такой момент, когда все-таки разрушается для вас старый мир, старая жизнь, то есть старые привычки, избавление от того, что вам мешает. И вам это не совсем нравится. Те, кто уже просто перестроился с этого настроения и пошел вперед, активно действуя, настраивая свою жизнь, это отлично. Это хорошо, то есть здесь Юпитер все-таки вам еще сейчас дает вот такие оптимистичные настроения, что если что-то старое из моей жизни уходит, значит придет однозначно новое, и это 100%, так, ребят, здесь 100% не нужно вот прям переживать, что если сейчас у вас в жизни вот такая встряска, обнуление, если рушатся старые связи, если меняется окружение, работа стала не такие приносить возможности, результаты, то есть вы устраивались на эту работу и вам обещали одно, а по факту получилось совершенно другое, либо же компания претерпевает трудности, и здесь я не скажу вам, что это плохо, это наоборот выработка вашей такой мощной силы, это движение, это к движению вперед, но сейчас вот все те, кто из водолеев третьей декады пытается вот в этой турбулентности держаться за старое, получается очень плохо, поэтому постарайтесь максимально идти вперед в новое. Вот если вы сейчас пойдете в новое, настраиваться в нужное как раз таки русло, вписываться в новую работу, строить свой социальный статус заново, то будет получаться хорошо. Не идеально, как хочется, здесь нужно все-таки поработать со своими страхами. Не отправлю вас никаким специалистам, просто вот прям понимаете в любой обычной жизненной ситуации, почему вам страшно потерять окружение, почему вам страшно, когда не получится, почему вам страшно остаться без денег, вот просто реально подумайте, почему вот у вас есть те или иные страхи, у кого-то может даже на этом фоне рушиться личная жизнь, постарайтесь идти в новое в работе, в социальной реализации, постарайтесь в личной жизни отношения держать, постарайтесь по душам разговаривать, да? Постарайтесь настроить вот этот контакт дружелюбного общения,
не как ты мне, я тебе, мы друг другу что-то должны, а как с точки зрения, вот если вы общаетесь с очень близким человеком, чтобы вас поняли, поделиться своими какими-то уязвимыми моментами. Я знаю, водолеям это очень сложно, раскрыть свою душу, максимальную уязвимость, показаться максимально нелепым, когда вас не поймут, например. Постарайтесь сделать вот это. Это вот очень сильная такая мощная проработка страхов, да. Когда вы в этом разберетесь, вы, во-первых, обретете классные, устойчивые партнерские отношения, у вас в браке сразу все станет хорошо, значительно лучше, вы обретете вот этот фундамент, почему вы распыляетесь там или здесь, и обретете внутреннюю силу движения вперед, как вам хочется двигаться в новое. Однозначно в новое это то самое, куда стоит идти, и здесь, конечно же, станет сразу хорошо. И тогда вот этот период, который я рассказала, про всех водолеев в самом начале, да, у вас тоже есть сценарий покупки недвижимости, расширение жилплощади, повышение социального статуса, повышение финансов, в том числе хороший финансовый приход, и это не где-то там в далеком будущем, это уже в 2025, да, пусть осенью, пусть вот туда немножечко дальше, но это нормальная история, да, то есть это не вопрос вот такого очень долгого, то есть я говорю про приход финансов таких достаточно очень хороших, стабильных и весомых. Не просто так вот, что сейчас остаться без средств существования, да. Ребят, все равно все будет хорошо, я в вас верю, я знаю, что вы справитесь, потому что аспекты говорят, что у вас все получится, у вас все должно быть, но для этого нужно вот в голове разобраться со страхами, все то, что останавливает вас назад, трансформировать свою деятельность. Это дается водолеям в принципе хорошо, потому что водолеи умеют все. Вот это тот знак зодиака, который по жизни, мне кажется, где только не обжегся, чего только не начинал, умеет просто все. Поэтому здесь поймите, что в настоящий момент вы умеете, пустите все навыки и таланты в нужное русло для того, чтобы как раз-таки идти вперед. И если, ребят, подытожить, водолей и первой, и второй, и третьей декады, то здесь, конечно же, я не скажу, что Вселенная как-то обделила какую-то декаду водолеев, просто абсолютно нет. Силы соизмеримы вашим желаниям и возможностям. Возможностей, конечно же, очень сильно много у всех, но кто сможет? Потому что, естественно, кто-то пришел сюда с большим бэкграундом, много навыков, талантов, там, например, 40-летняя состоявшаяся личность, 40 плюс вам лет, вы уже многое в жизни увидели. Конечно же, ребята, вы на своем опыте понимаете, что у вас, вы вот это умеете, вы сейчас берете весь свой опыт и потенциал и идете вперед. Молодые водолеи в возрасте до 30, у вас амбиций, движений много, но опыта еще мало. И здесь, конечно же, вы можете не совсем понимать, можете промахнуться, можете маху немножко дать, переборщить, но все равно это будет очень классный и полезный опыт. Здесь, конечно же, я всегда говорю обращать внимание на ту стабильность и на реальность, потому что на ближайшие 1,5 года нам всем нужно максимально четко и реально подходить к своей жизни. Вот что мы реально можем вложить для того, чтобы потом не остаться ни с чем. То есть сколько сил мы сейчас можем потратить, чтобы вот там не распылиться. И это очень такая, знаете, важная, мощная сила, да, которая, вот четкость, нужно четко понимать, не складывать все яйца в одну корзину, и составить план, что вы хотите сделать, да, и максимально рационально использовать самый важный у вас ресурс, это время водолея, который сейчас работает на вас. Используйте это время, я надеюсь, что помогла, и тогда вот внутренние несостыковки в душе и в голове, в своем разуме, да, дадут вам четкое понимание, куда двигаться, в каком направлении, за что именно вы хотите брать, потому что, как вы сами видите, возможностей у вас очень много. Ребят, я желаю вам очень продуктивного времени. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте вопросы в комментариях, и я постараюсь на них, на все ответить. У водолеев всегда очень интересные вопросы. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.